Всем привет, меня зовут Леша Зацепин, и это выпуск про Барселону. Погнали! Вот чего я не мог ожидать от Барселоны, это то, что тут настолько зелено. Каждая улица, просто каждая, они, во-первых, длинные и полностью усажены деревьями. Из-за этого дышать здесь очень приятно. Ола! Я нахожусь в столице Каталонии, городе Барселона, которая известна, наверное, по трем причинам. Первая – это футбол, вторая – это Средиземное море, ну и третья – это, наверное, архитектура известнейшего испанского архитектора Гауди. Благодаря Гауди Барселона настолько известна своей архитектурой, потому что многие известные здания были спроектированы именно им, и в том числе его последнее и незавершенное до сих пор творение Саграда де Фамилия. И собственно, Саграда де Фамилия. Храм строится, это один из самых долгих долгостроев в истории. Он строится с 1892 года и по проекту Гауди. И произошло такое, потому что изначально те, кто его начал строить, строят только на пожертвования прихожан. Из-за этого его 2019 год, а его все еще не достроили. Знаете, что я вам скажу? Это абсолютно фантастическое место, и оно абсолютно стоит тех 23 евро, которые стоит за вход. И я планировал бы вернуться и посмотреть, как в 2026 году будет выглядеть, по плану доделанная базилика. Обязательно нужно посетить и зайти внутрь и посмотреть, увидеть эти колонны деревьев, увидеть эти эльфийские пейзажи и витражи. Это нечто невероятное просто. На горе Монджуик, это самая высшая точка в Барселоне. Отсюда открывается отличный вид на море и на Барселону в целом. И сейчас будем делать фоточки.
аренду байков. Просто нужно скачать приложение, зарегистрироваться и приложить телефон. И аренда стоит всего лишь... Сколько стоит аренда? Меньше 2 часов 5 евро. А что всего лишь. Всем рекомендую взять велик и именно так и посмотреть набережную Барселоны, потому что, по-моему, это самый быстрый и оптимальный путь. То есть мы едем и смотрим на море. И вода в Барселоне всего 15 градусов, поэтому мы не купаемся, всего лишь встречаем закат на пляже. Это один из самых лучших способов добраться до другой части города. То есть оно очень много веток, и один проезд стоит 2,20, но с помощью такого универсального билетика, называется это 10, можно купить 10 поездок на компанию, в принципе, и он стоит всего лишь 10-20. По этому билету невозможно попасть в аэропорт или выехать из аэропорта. Для этого нужен специальный билет, на котором написано собственный аэропорт. Он стоит 4,60. Вот так вот. Гуляя по улицам Барселоны, я заметил такую вещь, что на многих балконах, кроме флага Каталонии, висит еще и желтая ленточка. Мне стало интересно, что это, поэтому я начал собственное расследование. Я разобрался с желтыми ленточками. Желтые ленточки — это знак за борьбы за свободу Каталонии и за освобождение политических заключенных. Я нахожусь в парке Гуэль, одном из самых известных мест в Барселоне. Это парк, который парковый, современный типа Smart City, который был построен Гуэлем за окраиной Барселоны в то еще время, но сейчас это уже не очень далеко от центра. И спроектирован он по проектам Гауди, то есть тут дома, которые проектировал этот известный архитектор. Оценка парка Гуэлю. В общем, вход стоит 10 баксов, если покупать по предзаказу, но оно того не стоит. Очень маленькая территория, и можно бесплатно обойти все и увидеть все эти здания, просто не так близко. И если ты не покупаешь онлайн, то тебе нужно стать вот этой очереди. А может, это даже и онлайн. В общем, людей очень-очень много.
Вот смотрите, вот это красивое сооружение, оно находится в бесплатной части парка Гуэля, и оно ничем не отличается от бокового входа в парк Гуэль внутри. Единственное, что вы получаете, когда покупаете билеты, заходите в парк Гуэль, это вы увидите ящерицу, вы увидите домики со смотровой площадки, и получается все. Чтобы немного резюмировать, Барселона просто прекрасный город, яркие краски, дома, готический квартал, старый город, гора Монджуик, архитектура Гуэля. Это все очень красиво и интересно. В общем, приезжайте в Барселону, здесь тепло, красиво, ярко, вкусно. Так что спасибо всем, кто посмотрел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока! Пассажиры тут не очень добродушные. Посмотрите на этого.